Итак, это видео называется «У меня самый красивый iPhone в России». Ну и по превьюшке увидели, что да, iPhone какой-то необычный. То есть тут какие-то каракули или рисуночки, что это такое? Чехол это, накрасил я его как-то, либо что-то сюда наклеил, непонятно. Собственно, в этом видео я им хочу рассказать, что это такое, где это взять, сколько стоит, где это можно заказать и другие вопросы и ответы. Многие, скорее всего, уже догадались, что это такое, но для тех, кто нет, отвечаю, я телефон не разукрашивал, это не бампер, это наклейка от очень достаточно известной компании во всем мире, которая называется D-Brand. Насколько я знаю, D-Brand в России не особо известен, потому что у них нет русскоязычного сайта, они здесь не рекламируются, и поэтому о них никто и не знает. Но, если вы смотрите американский техноблогерский YouTube, например, такие каналы, как MKBHD, Jerry Rig Everything, Jonathan Morrison и другие каналы, то вы по-любому хоть раз должны были видеть рекламку как раз-таки D-Brand. Компания разрабатывает и продает специальные очень качественные наклейки на гаджеты. Это смартфоны, ноутбуки и другие аксессуары, например, как AirPods. Поговорим о многих нюансах использования этой наклейки. Я специально для себя выписал вопросы, что бы я задал человеку, если бы у меня не было наклеек D-Brand. Я их выписал сам для себя, выписал ответы, и сейчас у нас пройдет формат такой некий Q&A, то есть я буду задавать вопрос и буду на него отвечать, и думаю, те, кто интересуется этими наклейками, либо о них узнал и теперь заинтересовался, поймет, нужно ли им это или не нужно. Итак, самый первый вопрос. Сложно ли клеить эти наклейки D-Brand на разные устройства? Как я сказал, у меня есть iPhone, но также у меня есть еще и на AirPods. Целых 2 штуки я клеил. Также у меня еще у жены есть Google Pixel 2 XL. Мы также ей заказали наклейки. И на самом деле опыт наклеивания на разные устройства очень отличается. Самая большая проблема при наклеивании этих наклеек заключается в том, сколько у устройства закругленных углов. Например, если на Google Pixel их не так много, но он, можно сказать, такой кирпичик, и там есть небольшие закругления, там было клеить достаточно легко. У iPhone этих закруглений уже побольше, то есть вот на стенках он прям так сильно закругляется, и клеить его достаточно сложно. То вот у AirPods, как вы понимаете, он весь закругленный, у него, можно сказать, прямые стенки, это только вот по бокам здесь и тут. Его было клеить намного сложнее, нежели чем Google Pixel либо iPhone. И чтобы клеить закругленные углы, нам нужен фен, то есть мы клеим наклейку, и когда вот мы подбираемся к этим закругленным частям, мы феном нагреваем наклейку, она становится такой слишком эластичной, можно сказать, что это резина. И ты клеишь наклейку, и она, так знаете, очень хорошо ложится. И вот как раз таки вот эти стыки, если сделать их очень аккуратно, то они вообще незаметны. Ну, собственно, для каждого гаджета есть видеоинструкция, очень подробная, шаг по шагу, что нужно сделать, чтобы наклеить наклейку качественно. И если смотреть по времени, то, например, Google Pixel я клеил самым первым, он у меня занял где-то в районе полчаса, плюс-минус. То есть и наклеил я его достаточно хорошо, потому что было его клеить легко. Потом я клеил AirPods у жены, у нас вот есть 2 штуки я наклеил. Первый раз я клеил, тоже заняло где-то минут 40, и там я достаточно делал много ошибок. И потом, когда я клеил вторые AirPods, у меня это заняло уже 1,5 часа. То есть я там сидел, каждый миллиметр настраивал, потому что если ты допускаешь ошибку даже там, я не знаю, 0,3 мм, потом где-то вот особенно на углах, на стыках тебе это выльется. То есть ты понимаешь, что, а почему не сходится? Потому что вот там вот в самом же первом месте, в самой первой наклейке ты чуть-чуть неровно наклеил игру, вот буквально 0,1 миллиметра, но потом это все у тебя выливается не со стыковки. И поэтому клеить нужно очень аккуратно, нужно выделить на это время, то есть это не 5 минут. Я уже сказал, AirPods я клеил 1,5 часа, но iPhone я клеил вообще самым последним, там я прям старался каждый миллиметр, чтобы сделать его качественный, тоже я его клеил больше часа. И, собственно, мы переходим к следующему вопросу. А как исправлять ошибки, если ты все-таки их допустил? Здесь достаточно все не очевидно, но просто. Это как раз-таки пригодится тем, если вы все-таки решите заказать наклейку. И вот я все-таки совершил 3 ошибки. У меня сначала был Pixel, потом AirPods, и потом вторые AirPods, и вот уже iPhone. И вот на 4-й раз я уже знал, как клеить хорошо, чтобы не допускать этих ошибок. Например, когда вы клеите как раз-таки угол, например, у iPhone, то есть вот вы наклеили заднюю стенку, вот теперь вам нужно наклеить угол. Он состоит из вот такой вот наклейки. Так вот, вы ее греете феном, все, она мягкая, она тянется из-за того, что она, это резина, она нагрелась. Вам не нужно просто ее так вот брать и наклеить, вам нужно ее взять, потянуть чуть-чуть, но не перетянуть. И вот когда вы ее тянете, вы понимаете, что вот все, сейчас она у меня точно попадает на нужную линию. И как раз таки вот вы вот так вот немножко тянете и клеите ровно. Если вы не будете тянуть, у вас, наоборот, наклейка не дотянется до нужного места. А если перетянете, то уже, как понимаете, заходите за наклейку. Наклейку можно отклеить. Я, допустим, один угол мог отклеить по 5 раз. То есть
есть я наклеил, мне не понравилось, отклеиваю снова, и снова клею, и вот 5 раз спокойно наклейка вытягивает. Понятное дело, что это можно делать не до бесконечности, но запас здесь определенно есть. И если вот вы уже наклеили наклейку, вы там ее 5 раз оттягивали, допустим, в таких местах, как здесь у айфона, ну, у AirPods, например, в некоторых местах невозможно перенаклеить наклейку, и поэтому как я делал? Я нагревал это место феном и уже тянул наклейку, то есть растягивал ее как резину, и это, я не могу сказать, что это прям сильно помогало, то есть там, знаете, расстояние может быть 1,5 мм, так вот здесь 1,5 мм, полмиллиметра я все-таки смог закрыть, ну, потому что она тянется, потом, когда она остывает, она суживается, но все равно ты можешь ее чуть-чуть растянуть и тем самым закрыть голые места. Как наклейка на ощупь? Наклейки у D-бренда бывают разные. И, кстати, почему я назвал видео, что у меня самый красивый iPhone в России? Так потому что у нас, кстати, версия лимитированная. Она продавалась буквально что-то там 2 недели, брались предзаказы, и потом они высылались. И вот такого я слежу за D-брендом достаточно давно, то есть несколько лет, и я ни разу не видел, чтобы у них были какие-то лимитированные версии. Впервые она была, я ее взял, она стоила чуть-чуть дороже, чем обычная. В конце уже расскажу о ценах. И вот поэтому у нас вот есть Google Pixel 2 XL, iPhone и AirPods в таких вот лимитированных версиях. И на ощупь они крайне приятные. Как вы понимаете, это сложно передать, но вот конкретно вот эта наклейка, она, знаете, такая вот резиновая, и если, например, стекло, ты, когда вот iPhone стеклянный, да, ты пользуешься, он может немножко скользить, эта штука не скользит, то есть вот я могу даже без попсокета им пользоваться, кстати, попсокет клеится вообще отлично, лучше, чем на стекло и чем на железо. У меня, кстати, есть вот, допустим, на мой Pixel 2, предыдущий смартфон, тоже есть наклейка D-Brand, и здесь она уже другая наклейка, кстати, если вы хотите понять, когда вы, например, заказываете наклейку, а как же она будет в руках, смотрите на ее визуальную составляющую. Если вы видите, что там есть какие-то, не знаю, как железо, как старый, там, я не знаю, дерево какое-то потрескавшееся, то, скорее всего, оно будет таким же и на ощупь. Берите ту, которая будет больше похожа именно на резину, чтобы она была какая-то плоская, без всяких вот таких вот текстур. Такая лучше лежит в руке. Следующий вопрос, чувствуются ли края. То есть, что я имею в виду? Все-таки это наклейка, и если мы ее все-таки клеим, то она имеет толщину, и она все-таки немножко выпирает от смартфона. В данном случае она вообще не чувствуется. Я не знаю, какой она ширины, но я думаю, где-то там, может быть, меньше полмиллиметра. То есть, она вообще тоненькая, но при этом она достаточно крепкая, то есть, ее не разорвать руками, ее достаточно сложно поцарапать. Но вот даже вот я наклеил ее на iPhone, то есть, да, он у нас такой вот загибающимся углами, то есть, стекло переходит в металл, и вот я так веду, и она практически не чувствуется, то есть прям очень хорошо она лежит. Все-таки ты ее клеишь, ты потом ее тут феном греешь, потом вот так вот ее трешь вот этой тряпочкой, натираешь, чтобы она максимально плотно приложилась к устройству, и она не чувствуется. Может ли эта наклейка как-то оторваться? Нет, это невозможно. Она клеится реально очень хорошо. Я, допустим, когда свой Pixel 2 хотел отправить в США на ремонт, у меня там стояла другая наклейка, у меня было несколько штук, то есть я наклеил, хотел отправить, нужно было отправить телефон голый, я ее отрывал, я даже это запечатлел на видео. Если я найду этот отрывок, если я его не удалил, то я его вставлю. И я реально прикладывал очень большие усилия, чтобы оторвать эту наклейку. Она у меня там была где-то 1,5 года, и она просто как летая туда впилась. Реально, я со всей дури уже тянул, я боялся телефон сломать. Она очень хорошо сидела, и вот чтобы она как-то оторвалась, это невозможно. Единственный момент, если вы ее плохо наклеите, допустим, там как-то нехорошо ее прогреете феном, и потом вот тряпочкой ее хорошо не пригладите, она может на краях вот чуть-чуть отойти, вот буквально чуть-чуть, там может, я не знаю, забиться вот буквально микроскопическая пыль, и в теории вы можете как-то подцепить ее, как это у меня случилось с самой первой моей наклейкой на Google Pixel 2, вот как раз-таки вторая у меня держалась 1,5 года, а первая где-то, может быть, месяца 4, и как раз-таки там в одном из мест я ее плохо приклеил на краю, и там она у меня подцепилась и немножко порвалась. И поэтому, когда вы клеите края, очень хорошо старайтесь ее тереть, чтобы она хорошо приложилась к устройству. Если вы это сделаете качественно, она никогда не оторвется. Можно ли держать эту наклейку под дождем? Собственно, как я уже сказал, она клеится прям нереально крепко, и мы один раз попали под дождь, когда шли на концерт Ленинграда, там, когда будет обзор камеры, вставлю пару видосиков оттуда. Там был очень большой ливень перед концертом, и вода попала, у жены был пиксель в руках, что-то там он немножко намочился. Я специально посмотрел, мне было интересно. Вообще пофигу, наклейки как раз было буквально день, то есть она была прям свежая-свежая. Ничто нигде не отошло, очень все крепко сидит до сих пор, и поэтому, понятное дело, все нужно делать в рамках приличия, то есть не нужно прям держать его под дождем, скорее всего, может быть, она отклеится. Но если попадать под небольшие дожди, ливни, то с ней ничего не будет.
Подходим к техническим вопросам. Про свой опыт эксплуатации наклейки dbrand я рассказал. Собственно, это наклейка, что здесь рассказывать. То есть, да, она красивая, она прикольная, в руке лежит отлично. Какие у нее есть еще дополнительный плюс, помимо всего вышеперечисленного? То есть, то, что я рассказал ранее. Если у вас стеклянный смартфон, то наклейка dbrand поможет вам не собирать пыль на стекле. Это очень заметно, особенно по Google Pixel 2, где у него, допустим, нижняя стенка, она у него из железа с покрытием, а верхняя из стекла. И стекло очень хорошо притягивает пыль, прям это магнит. И как раз таки у меня вот на Google Pixel 2, то есть все, пыль здесь не появляется. И, кстати, очень хорошо можно потом протирать именно лазерный автофокус и камеру. Когда у тебя нет наклейки, здесь все такое жирное от пальцев, все оно в пыли. Клеишь наклейку, ты избавляешься от этой проблемы, пыли становится меньше. В чем еще плюс? Эти наклейки, очевидно, они защищают от царапин. Заднюю стенку это 100%. Если телефон стеклянный, то он по-любому может царапаться. Если он там с каким-нибудь напылением, например, как Google Pixel 3, точно будет защищать от этих вот всяких царапаний. И, кстати, есть два вида наклейки. Есть полные, допустим, как у меня на айфоне, но есть еще и просто на заднюю стенку. Поэтому там есть выбор, кстати. Вот у меня есть вторая наклейка. Дальше я расскажу, что идет в комплекте. То есть вот есть у меня полная наклейка на весь мой iPhone, а есть просто на заднюю стенку, и, собственно, можно просто защитить заднюю стенку, а обводка смартфона, она может остаться родной, если вы не хотите ее закрывать наклейкой. Как раз таки, раз уже упомянули вторую наклейку, что у нас идет в комплекте. Если вы покупаете наклейку dbrand, вам не приходит одна наклейка, вам приходит две наклейки. И в случае, если мы берем смартфон, то нам приходит целая наклейка, которая закрывает и заднюю стенку, и боковые края, но также приходит еще и вторая, и она закрывает только у нас заднюю стенку. Зачем это нужно? Во-первых, она является просто запасной, ну а также, если вы, например, как говорят они в видео, fucked up, то есть там облажались. If you're finding any gaps, chances are you up one of the earlier steps. Don't worry, we included a second set free of charge so you can try again. То можно использовать вторую наклейку. Но вот если вы прям очень плохо наклеили первую, отрываете ее и клеите вторую, она попроще, ну и, собственно, здесь уже сложнее накосячить. И помимо второй наклейки, также вам дается специальная тряпочка для каждого набора. Теперь у меня 3 таких тряпочки. Это фирменные, dbrandовские, кстати, обычные вроде черные, а вот это у меня какая-то лимитированная белая. И, кстати, в чем плюс? Если мы со смартфоном берем, у нас 2 разных вида наклейки, то есть такая на целый смартфон и на заднюю стенку, то в случае с AirPods, они 2 нормальные наклейки. Кстати, мы вот таким образом сэкономили. Я взял для iPhone, для Google Pixel 2, а для AirPods я брал всего одну наклейку, то есть для себя и для жены. Покупаете одну наклейку на AirPods и клеите сразу на 2 штуки, если у вас в семье есть 2 пары AirPods. Кстати, по поводу AirPods, намного лучше они ощущаются в руках. Все-таки AirPods, они такие глянцевые, скользят в руках. С этим все намного лучше. Опять же, они защищаются от царапин. Ну и как-то вот они поприятнее в руках лежат. Ну, не говоря уже о внешнем виде. Наклейка для AirPods, что для первого поколения, что для второго, они абсолютно идентичные. Разница будет лишь в кнопке. У меня наклейка для второй версии, но вот это, допустим, у меня первая версия. Она сидит, как видите, все прекрасно. Единственное, что сама кнопка располагается не посередине в первой версии, а чуть ниже, а второй кнопка располагается посередине, но тем не менее они наклеиваются все хорошо, их можно заказывать, если у вас, допустим, как у нас, есть вторая версия, есть первая версия, то есть не нужно заказывать и на первую, и на вторую, заказывайте на любую из них, и все будет хорошо. Сколько все это добро стоит? Обычные наклейки dbrand на смартфон стоят $13. То есть вы покупаете за $13 2 наклейки, полную и на заднюю стенку. AirPods также стоят $13. Почему $13? Они же вроде меньше. Ну, вот так вот они стоят, ничего не поделайте. Хотите наклейку, платите так же, как и за смартфон. Сколько мне это все шло по доставке? Я ее заказывал 22 сентября, я ее купил, это было воскресенье, то есть это был предзаказ. Пришла она мне уже 9 октября, то есть чуть больше 2 недель. Как они обещают по доставке, там в районе что-то как раз таки 2 business week, то есть там максимум 10 дней должна быть доставка, если почта не будет лагать. То есть не очень долго, собственно, как и с AliExpress, грубо говоря. Сама компания, кстати, канадская, отправляют они именно из Канады, то есть они из Канады перевозят в Kennedy Airport в Нью-Йорке, и уже оттуда, с этого аэропорта, они доставляют в Шереметьево, и если мы говорим про Россию, и оттуда уже доставляется доставка по всей России. Есть ли аналоги у dbrand? Я находил парочку сайтов американских, не уверен, доставляют ли в Россию, то есть я их просто находил. Там есть более такие экстравагантные цвета, даже вроде бы есть партнерки с Marvel, там с DC и все такое. По поводу России не знаю, специально не гуглил, то есть я знаю, что есть dbrand, я их уже покупал, то есть у меня был Google Pixel 2, я знал, что они делают хорошо, я также заказал на iPhone, на Pixel 2 XL и на AirPods. Если вы знаете российские компании, то напишите в комментариях, мне будет самому интересно, но, в общем-то, надеюсь, что есть, по крайней мере, было бы прикольно, правда, не могу сказать за их качество.
Для тех, кто интересуется, когда же будет обзор iPhone 11, он будет скоро, сейчас конец октября, я записываю это видео вечером 26 октября, буквально через пару дней должна выйти прошивка iOS 13.2, и там должны исправить несколько крупных проблем, включая производительность и некоторые другие минорные. И как раз таки есть некоторые проблемы, которые я надеюсь, что они решатся с будущим обновлением. И если они уже решатся, то хорошо, я об этом не буду рассказывать, потому что зачем, телефон работает хорошо с последней версии прошивки. Но если они там не решатся, я об этом уже могу спокойно сказать. Я хотел записать обзор буквально числа 22, но подумал, что, скоро выйдет это обновление, а вдруг оно там исправится. И поэтому я сейчас расскажу, засру там некоторые моменты, а потом оно все будет работать хорошо, и как-то будет не так себе. Я хочу сделать уже нормальный обзор для тех, кто будет его смотреть в будущем, наперед выбирать себе, нужно ли брать iPhone 11, либо не брать, поэтому я решил немножко подождать. И для тех, кто досмотрел это видео прям до конца, во-первых, огромнейшее вам спасибо, я это очень ценю. Пожалуйста, напишите какой-нибудь комментарий, вот прям самый обыкновенный, все, что хотите, там поддержите, либо вот все, что угодно напишите, потому что YouTube, этим дурацким алгоритмам, им важны эти комментарии, им важна активность, поэтому у вас, кстати, там везде просят в комментариях, напишите вам свое мнение, что вы об этом думаете, пишите в комментариях, потому что людей батят на комментарии, потому что алгоритмам это важно, чтобы была активность, и я знаю, что многие люди, я сам такой, то есть я вижу ролик, я максимум там ставлю лайк и особо ничего не пишу, но если вы как раз таки такой человек, кто очень редко что пишет, пожалуйста, напишите что-нибудь, возможно, этот ролик посмотрит больше людей, и потом из этого ролика другие ролики начнут смотреть больше людей, это в моих интересах, но если вам нравится то, что я делаю, пожалуйста, поддержите просто комментарием, лайком, мне будет очень приятно, спасибо. И на этом у меня уже точно все, друзья. Как обычно, всем огромнейшей удачи. Выделяйтесь из толпы, не нужно быть как все, нужно быть индивидуальностью хотя бы в смартфонах. С их расцветкой, глупо звучало, но тем не менее, думаю, мысли вы мою поняли. Все, всем пока. Ну что, ты спала весь обзор, Хотя? Да? Весь обзор спала? Да, храпела тут мне под носом. Думаю, никто это не услышал, но, может быть, кто-то услышал, да?